Представители знака зодиака Близнецы, приветствую вас. Таро расклад. Что идет на ваш порог? Знаки судьбы. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 7 по 13 апреля. Давайте узнаем, какие события спешат на ваш порог и с чем это связано. Кто или что, быть может, спешит в вашу жизнь. Возможно, это будет и новость, какая-то информация или конкретный человек. И знаки судьбы. Что вам хотят подсказать высшие силы? Мы тоже достанем такие карты. С чем это будет взаимосвязано или что вам важно не упустить? Конечно, останемся реалистами, мои дорогие близнецы. Любой прогноз, расклад, ну, не расскажет он о личной истории каждого из вас. Но интуиция– основной ваш подсказчик. И, наверное, для этого прогнозы, Таро, потому что, по сути, это метафорические карты, если мы так беспристрастно, глядя на то, что нам выпадает. А мы ведь думаем все равно, каждый из нас о чем-то о своем. То, я так надеюсь, этот расклад вам будет чем-то полезен. Может быть, найдете выход из какого-то создавшегося положения. Или для себя проясните, как альтернативным вариантом добиться желаемого, почему нет. Одним словом, давайте будем смотреть. Смотрю я, смотрите и вы, что у нас совпадет. И больше как раз о событийном ряде нам расскажут карты пасьянса, которые меня очень много лет. Итак, что же для вас неделя, что спешит на ваш порог? Каковы события ближайшего будущего? Семейное счастье, поэтому вопросы личной жизни, вопросы дома или вопросы, которые взаимосвязаны, может быть, или с вашими родственниками, или еще с родственниками вашего партнера, если вы человек семейный, ну или вы живете в паре. Вот это как задача номер один, потому что в самом начале нам именно выпадает подкова. Раньше подкова еще было такое значение, как на удачу, да, поэтому тут какой-то элемент удачи может присутствовать. Давайте будем смотреть, что у вас еще совпало. Кстати, должна сказать, сразу вижу, поскольку в этом пасьянсе мы можем складывать то, что в крайних рядах по горизонтали и по вертикали, и у вас совпадает голубь. Это благополучие. Здорово. Поэтому это благополучие. И если мы говорим о семье, о доме, это может быть как улучшение ваших бытовых условий или что-то вы там будете наводить порядок, может быть, весна у нас идет, можем какой-то хлам выбрасывать, почему нет, да, избавляться от того, что нам уже не нужно. Мы обновляем пространство, оно потом словно обновляет нас. Мы приходим в свое жилище, которое, может быть, нам известно годами, но мы уже себя как-то по-другому ощущаем. Это на самом деле это действует как магия. Итак, что же дальше? Идем. В эти 7 дней что спешит на ваш порог? События ближайшего будущего. Какая-то дорога. Либо вы ее планируете, либо можете ожидать кого-то к себе. Может быть, это связано с переездом, с какими-то задумками грандиозными. Тогда банально вы можете попросту искать информацию, ну, заниматься одним словом тем вопросом, который будет символизировать вот эту дорогу. Да, я тут вижу, что кто-то может планировать как раз дорогу, переезд, поездку, э, потому что выпадает вот это значение листва. Оно прописано как дерево, имеется в виду ожидание. Кто знает, это вы можете кого-то ожидать к себе, или вы, опять же, что-то планируете. Но вот это то дело, которое не на одной неделе. Это только планы или какие-то проекты, согласования. Что-то вот вам необходимо, может быть, информацию разузнать. То есть, ну, какой-то период еще будет это продолжаться. Но в конечном итоге, правда, тут что-то у вас может получиться очень хорошее. И личная жизнь, даже для тех, кто один или одна. Ну, может быть, и подумать о том, чтобы выйти из одиночества. Выпадает лебедь. Это карта верности, любви и искренности. Вот именно искренних отношений, когда люди понимают без слов. Это вот какая-то магия.
Ну вот, наверное, как и семейное счастье или, в принципе, какой-то благополучный период жизни. Благополучие само по себе, мы говорили, выпало. Ну и какие-то планы на будущее. И пока я с вами говорю, смотрю, что у нас еще совпало по горизонтали, по вертикали, по крайним картам. Что для вас может быть актуально? Вообще не вижу никаких помех, мои дорогие близнецы, правда? Давайте, не вижу. Давайте мы дополним значение картами Таро. И если мы с вами говорим, что идет на ваш порог, вот мы достанем такую карту. И раскроем это значение, как знаки судьбы и к чему это все идет, или что будет продолжаться, в каком ключе, в каком контексте. Итак, первая карта, что идет на ваш порог. Кто или что спешит в вашу жизнь. И далее знаки судьбы по первому вопросу и по второму. Знаки судьбы, что идет на ваш порог, и знаки судьбы, кто или что спешит в вашу жизнь. И к чему все идет, какое продолжение следует из того, что придет на ваш порог, или какое продолжение следует по второму вопросу. Достанем одну карту: сфера достижений, денег, документов, работы, профессионального роста или карьеры, назовите как угодно. И вторая карта — личная жизнь и любовь. Давайте узнавать, что же конкретно идет на ваш порог. Ух. Вы знаете, на ваш порог, конечно, вот такой маг-волшебник может идти. Но вообще маг — великий практик, кстати, и одновременно манипулятор. Но это ведь мы на вас смотрим. Это вы можете быть таким магом, и более того, карты вас к этому призывают. Это ведь когда нет ничего у вас невозможного. Главное, наверное, правильно сориентироваться вам в чем-то. Или для начала в самом себе разобраться, чего же в конечном итоге я хочу достичь. Потому что для мага у него нет каких-то промежуточных позиций по части собственных идей, желаний. Он четко понимает, что же он хочет получить или какой-то конечный результат. Методы, да, тут он как раз эти методы способен завуалированно либо обойти, либо сделать как-то так незаметно красиво, что-то согласовать, даже согласовать пусть по документам, ну, значит, согласовать и себе, опять же, не навредить. Вот методы, они могут быть применены самые разные, но в конечном итоге это когда в жизни спокойствие, стабильность, когда мы получаем ну, то, чего мы заслужили, или то, к чему мы шли. Как вот этот самый итог, который нас и вдохновляет, и радует, и одновременно укрепляем самодостаточность. Вот это очень важно. Безусловно, по магу самодостаточные люди. Но все стихии в руках. От того, как мы их сложим воедино, будет зависеть тот красивый узор, который вы создадите. Так вот, что идет на ваш порог? Безграничные возможности. И это не значит, что это сделать легко или будет все само по себе. Нет. По карте мага это мы создаем эту сказку наяву в нашей жизни. Но опять же, нет препятствий. Это можно сразу говорить о том, что ну, это как знаки судьбы. Вам карты хотят передать, что у вас наступает вот такой достаточно, с одной стороны, ответственный период, когда мы не можем расслабиться ни разу. Об этом карта не говорит. И что-то вы должны сделать в эту неделю очень правильно. Или определиться. Давайте посмотрим. А что же там как знак судьбы? И правда тут не поссориться, потому что пятерка мечей всегда первая победа. Когда мы, может быть, какой-то предыдущий период настаивали на своем, мы с чем-то были не согласны. И по этой карте нам всегда говорят, что а нет смысла продолжать конфронтацию, потому что словно мы победу можем совершить, да, или одержать, но мы не останемся этой победой довольны, она нам не принесет радости. Мы настоять на своем можем, но это не значит, что мы убедим кого-то в нашей правоте. Тут все разойдутся в разные стороны при своем мнении. И в итоге мы потратим зря время, силы, энергию и ничего не добьемся.
Я так вижу, какой-то компромисс, как знаки судьбы, какая-то конфронтация, однозначно всегда пятерка мечей. Любая пятерка– это недостаток, вот тут недостаток взаимопонимания. Или, ну, может быть, и был какой-то конфликт. Может быть, это вы где-то противились против чего-то, может быть, какая-то персона против вас противилась. То есть вот не было равновесия, пятерка, да, если мы на чашу весов положим, с одной стороны будет 3, с другой стороны будет 2. А здесь нужно что-то уравновесить, извините. Или какой-то важный разговор, может быть, так вот откровенно поговорить и прояснить какую-то ситуацию. Но сделать это, опять же, впереди карта мага. Очень красиво и элегантно. И тогда к чему все идет? Умеренности. Вот нам сразу карты дают конкретный ответ. И умеренность– это отнюдь не из пустого в порожнее. Умеренность– это наша уверенность. И в сегодняшнем дне, и в завтрашнем. Умеренность– это как раз по аркану маг, когда мы используем альтернативные какие-то варианты. Мы больше на то, что нацелены, по крайней мере, что но наша жизнь не бывает полностью предсказуема. И поэтому нам очень часто приходится либо какой-то нейтралитет принимать или занимать нейтральную позицию по разного рода вопросам. Или когда буквально конфронтацию сводить к нулю, дабы не потерять какое-то важное общение, важное партнерство. Или буквально из тех, кто был в нейтралитете, не взрастить врагов, которые будут против нас настроены. Обходить мы учимся острые углы. Все 3 карты нам об этом. И это как и знаки судьбы. И можно сказать, что на ваш порог приходит вот то время такое продуктивное. Где-то и карта говорит, ты используй во благо самому себе. Да, будь осторожен. Предупреждает пятерка мечей. Не все тебе будет нравиться. Это тоже как знак судьбы. Но твоя задача не доказывать, а именно где-то обойти или найти самый удобный фарватер, как решить тот или иной вопрос. Хотя я могу предположить, может быть, и отступить полшага назад, чтобы не было какой-то конфронтации тоже. Опять же, аркан умеренности говорит, что ты вот эту силу мага должен не просто себе во благо применить на этой неделе, а умеренность. Ты должен еще это продолжать. И обе карты отнюдь не на неделю. Потому что когда старшие арканы, ну это минимум до конца месяца, а то и еще дальше, мои дорогие близнецы. Хорошо, кто или что спешит на ваш порог, давайте узнаем. Императрица. О. Мои дорогие девочки, это ваша самодостаточность, мои дорогие мужчины, это может быть важная женщина в вашей жизни. И опять же, это статусная карта. Кто или что спешит на ваш порог. Это может быть как контакты с каким-то лицом, которое очень самодостаточно, опять же, безусловно, императрица. Это карта того человека, который очень ресурсный, который умеет и создать, и для него все важно, в целом благополучие, как в квадрате. Умеет создать теплый, уютный дом, тот, который умеет и зарабатывать деньги, тот, который умеет выхаживать больных, любимых, к примеру, или растить детей, тот, который умеет построить свое благополучие, при этом надеяться сам на себя. Я очень часто говорю по этой карте надеяться на самих себя. И где-то это тоже можем мы перевести, но это старший аркан, поэтому я могу сказать, у вас благополучное время, которое действительно нельзя упустить. И для всех, хоть это девушки, хоть мужчины смотрят, действительно баланс приходится находить, потому что императрица, если мы говорим, и императрица, она такой дипломат, когда умеет даже договориться с несговорчивым императором. Мы знаем, карта императора– это непримиримость какая-то, жесткость, настойчивость на какой-то своей волне. Недаром есть, да, и я часто говорю, император как есть два мнения, мое и неправильное. Но если вот с императором никто не может договориться, а императрица умеет. Умеет она обойти острые углы. Вот такие энергии дипломатичные, уже не первая карта вам говорит. Причем на все лады. Поэтому какой-то важный человек, может быть, или спешит в вашу жизнь,
или присутствует уже в вашей жизни, ну, может быть, мои дорогие близнецы, была какая-то ссора, пятерка мечей, или вы друг друга не поняли, или вам что-то не понравилось. Ну, наверное, самая разная палитра с приставкой «не», правда, может быть, и тем не менее. Старшие арканы нам говорят о том, что что-то по части отношений или ключевого партнерства явно должно быть продолжено. Знаки судьбы. А ведь и правда, мои дорогие девочки, вы знаете, это вы сейчас какую-то, ну, особую притягательность, во-первых, имеете по части противоположного пола. С вами могут захотеть дружить, узнать вас поближе. Какие-то знаки внимания вы можете получать. Да, замечтаться, может быть, и не стоит. Опять же, карта силы– это карта женской силы в первую очередь. Но энергии, как у мага. И вам, может быть, что-то не нравится. Мои дорогие мужчины, тут действительно и женщина, опять же, проходит, которая вас может, она для вас важна. Более того, притяжение, вот этот магнетизм по аркану силы, он всегда присутствует. Но ведь тут у нас, по сути дела, может быть пара двух сильных людей. Карта силы, если это карта женской силы, и карта мага, это мужская энергия. Это два самодостаточных человека, которым очень сложно договориться между собой. У каждого из них свое видение того, что правильно, и, может быть, то, что недопустимо, я могу такое предположить. Это те, которые и один, и второй надеяться умеют сами на себя и умеют выстоять в одиночку, кстати. И, по сути дела, и умеют быть даже, да, жить долгое время в одиночестве. Ведь это такие люди. Или вот именно такие стороны характера, мои дорогие близнецы, они могут проигрываться у вас и у вашего либо оппонента, либо вашего любимого человека, либо у вашего ключевого партнера. Но карта императрицы говорит о том, что договариваться было бы хорошим плюсом. Здесь что-то может быть продолжено, причем очень красиво, когда одна и вторая сила, когда соединяются, ну, это, как, знаете, небесное благословление может быть, или когда какой-то шедевр двое могут создать. К примеру, если это по работе, ну, кто знает, а может быть и по личной жизни, тут какое-то очень может быть гармоничное партнерство. Но вот сумеют ли двое договориться, вот это вопрос. Сумеют ли услышать друг друга? По крайней мере, наверное, силы высшие вам посылают такую возможность, и ее олицетворяет где-то и карта императрица. И, кстати, вот этот лев, который на аркане сила, даже если меня сейчас смотрят девочки, вот где-то, если мы говорим о женской силе, тут ведь эмоции рвутся наружу с вашей стороны. Здесь и как у мужчин я могу предположить, что-то не нравится рядом с картой мага, пятерка мечей, так и с картой императрицы у нас, посмотрите, у нас выпадает сила и лев, прообраз, эго. Знаете, когда хочется тоже что-то доказать или сделать где-то, ну, на таком надрыве даже эмоциональном, или когда уже заканчивается терпение, а все же карта нам говорит, держи эмоции на коротком поводке, и тогда для тебя нет ничего невозможного. А к чему же все идет? А еще, вы знаете, что-то будет продолжено. Причем нужно быть и спокойным, и уверенным, мои дорогие близнецы, потому что по рыцарю жезлов, кстати, может проиграться вот эта дорога, потому что дороги перемещения, путешествия, переезды далеко проходят по этой карте. А еще нам карта сама по себе про неожиданности говорит. Будь готов к неожиданностям. Поэтому, если что будет продолжаться или к чему все идет, да еще придется пройти какой-то путь сюрпризов и неожиданностей. И держать руку на пульсе, и более того, действовать, не откладывая что-то на завтра, потому что сегодня возможность есть, а завтра ее не будет. Примите это во внимание. Тут какой-то период будет следовать, когда не мешкая, может быть, не затягивая что-то по времени, вам придется как и решать, согласовывать, а то и, ну, где-то и подписывать. И здесь сразу, знаете, могут быть как и сферы личной жизни, перекладывайте на себя вот эти тонкие нюансы.
Но это может одновременно касаться и денег, и работы, потому что рыцарь жезлов, дела, работа, бизнес– это жезлы и деньги. Давайте откроем сфера ваших достижений, праздник. Ну, сам по себе праздник с друзьями или какие-то приятные новости. Тут действительно что-то вы сделали не просто хорошо, а когда вы себя похвалите, сами за себя порадуетесь, и, может быть, даже вот эту радость разделите с друзьями. Ну, может быть, это один человек или двое, но в этой колоде карт это действительно нам больше говорят о том, что и есть повод для этого самого праздника. И мы говорили документы, и бизнес сюда, и карьера, и достижения. Мы смотрим просто энергию на вот эту сферу жизни. Или если есть праздник, значит, что-то вы сделаете очень хорошо, красиво, правильно, чем останетесь довольны. Будет возможность, это точно. Личная жизнь. Вот правда, у кого-то могла быть конфронтация через личную жизнь, и причем это не новое, это не эта неделя. Девятка мечей. Во-первых, это то, чего нет. И нам всегда в основных колодах Таро, всегда на девятке мечей человек, либо у него завязаны глаза, либо он закрыл глаза руками. Здесь без рук, но здесь как будто девушка сложила на груди руки, и это вот такой жест, он символизирует, как вы закрываетесь от кого-то. И глаза закрыты, то есть не хочется видеть какую-то реальность. Может быть и хочется, но мы настолько вынужденно погружаемся в какие-то воспоминания, и они становятся сильнее, чем реальные события. Может быть, сожаление о чем-то или какая-то ссора, недопонимание настолько сильны, что они затмевают нам реальную жизнь. А нам говорят, для начала открой глаза. В реальности все обстоит совершенно по-другому. Поэтому не устраивайте себе глубокую философию. Для тех, кто один или одна, ну точно пора, наверное, подумать, а стоит ли мне продолжать свое заточение. Ведь как заточение, посмотрите, здесь именно из-за того, что мы не можем, наверное, согласиться с тем, что присутствует в нашей реальной жизни. А тем не менее в реальной жизни более чем есть какие-то прекрасные возможности. Или мы в ком-то, может быть, сомневаемся. Сомневаемся, значит, нужно это не закапывать в себе, не утрамбовывать, а буквально вопрос вынести на поверхность и, глядя друг другу в глаза, проговорить, если есть, правда, такие сомнения. А если у кого-то, ведь здесь иногда эта карта банально даже для кого-то из вас будет говорить как усталость. И в результате этой усталости бессонница, инсомния, личная жизнь. Не только ведь про любовь. И уставшие люди делают ошибки. Поэтому как минимум привести мысли в порядок и отдохнуть. Тогда для вас жизнь заиграет новыми красками. Или банально, когда, ну, может, больше оптимизма будет, больше вдохновения, мои дорогие близнецы. Поэтому сами себе какую-то многозадачность не устраивайте. К какому-то прежнему опыту не оборачивайтесь, он вам явно не поможет. И если начать что-то из прошлого анализировать, ни до чего не, тут толкового не докопаешься, потому что наоборот, словно тот колодец, знаете, воспоминаний, в который мы можем нырнуть, ну тогда помните, что это словно билет в один конец. Обратно выныривать всегда бывает значительно сложнее. И эта карта на личную жизнь. Но вот какая-то глубокая философия на мелком месте должна быть завершена. По крайней мере, я вижу так. И для этого в реальной жизни более чем какие-то добрые события, благополучие практически и счастье на вашем пороге. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.